Сегодня поделюсь рецептом очень вкусного крема для прослойки бисквитного торта. Такой крем мы еще с вами не готовили. В его состав входит апельсиновое кули. Для кули я просто самостоятельно выжимаю сок из апельсина. Предварительно снимаю цедру, чтобы использовать ее для бисквита. Также можно использовать магазинный апельсиновый сок или готовое пюре апельсина. Отмеряем 75 граммов процеженного свежевыжатого апельсинового сока. И подготовим все остальные ингредиенты для кули. Соединяем 35 граммов сахара и 6 граммов кукурузного крахмала. Хорошо перемешиваем. Переливаем в ковшик апельсиновый сок и нагреваем его приблизительно до 40 градусов. Он должен стать слегка теплым, даже не обязательно пользоваться термометром. Теперь добавляем смесь сахара и крахмала и быстро хорошо размешиваем. Сначала масса станет очень мутная. Продолжаем активно перемешивать. Нагрев ниже среднего, ковшик желательно с толстым дном, чтобы ничего не подгорело. В процессе уваривания смесь начинает густеть. После того, как масса закипела, проварим еще секунд 15-20, активно непрерывно перемешивая. И когда она стала прозрачной, гелеобразной и вернулся яркий цвет апельсина, это значит, что крахмал полностью сработал. Апельсиновое кули готово. Теперь нужно его перелить в отдельную емкость, чтобы оно не присыхало к стенкам горячего сотейника. Накрыть пищевой пленкой в контакт и дать остыть. Сначала до комнатной температуры, а затем убрать в холодильник для охлаждения и до момента использования. Все составляющие для крема нам нужны холодные, прямо из холодильника. Все ингредиенты сразу соединяем в емкости, в которой будем взбивать. Творожный сыр 650 граммов, 100 граммов сливок жирностью от 33% и 100 граммов сахарной пудры. Ее нужно просеять через сито, разминая все комочки. Иначе слежавшиеся комочки сахарной пудры потом так и останутся в креме. Добавляем все апельсиновое кули, которое у нас получилось, и начинаем взбивать. Можно готовить как с помощью ручного миксера, так и при помощи планетарного, используя насадку лопатка. Сначала даем ингредиентам объединиться на небольшой скорости, а затем включаем скорость побольше и взбиваем до получения плотного и матового крема. При желании можно добавить каплю пищевого оранжевого красителя, чтобы цвет отражал свой вкус. Для этого отлично подойдет гелевый водорастворимый краситель. Крем взбивается очень быстро, если его перебить, то он может расслоиться. Но если крем недостаточно взбить, то он не будет держать свою форму. И в готовом собранном торте может выпирать волнами через финишное покрытие. Вот такой крем должен получиться в результате. Он матовый, плотный и хорошо держит форму. Теперь вручную перемешиваем крем силиконовой лопаткой до гладкости. Закладываем в кондитерский мешок. И можно приступать к сборке торта. Данного количества крема мне хватило на приготовление торта из 4 бисквитных коржей диаметром 20 см. Такой крем хорошо сочетается с шифоновым бисквитом, рецептом которого я недавно делилась. Ссылка на видео будет в описании и в первом закрепленном комментарии. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, готовьте и подписывайтесь на мой канал. В своей группе ВКонтакте я создала раздел «Фото-отзывы». Буду рада видеть фотографии ваших результатов. А сегодня на этом все. До встречи в новом видео.